Быстро возводимый дом. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Наверное, на планете Земля нет человека, у которого бы не было мечты о собственном доме, надежном, практичном, индивидуальном. Но все знают, что любой вид строительных работ – это долгий процесс, который требует множества экономических затрат, а также сил. Сегодня на рынке масса материалов как для постройки, так и для отделки любого помещения в абсолютно любой климатической зоне. На территории России сложился общепринятый стереотип по поводу постройки дома. Каждый думает, что дом должен быть построен либо из камня, либо из больших бревен, а стены должны быть толщиной не меньше 50 сантиметров, иначе дом будет промерзать. Но это не так. Но развивающиеся технологии строительства предлагают уйти от этого укоренившегося мнения и обратить свой взор на довольно дешевые, но в то же время надежные и быстро строящиеся дома. Такие быстро возводимые дома имеют несколько названий – финские, по канадским технологиям или на основе каркаса. Надежен ли каркасный дом? В умах многих людей укоренилось мнение, будто дом на каркасе годится только как временное жилище. Как будто он является непрочным и при малейшем урагане сложится как карточный домик. Будто зимой, даже в относительно теплой средней полосе России, он промерзнет, а весной и осенью накопит большое количество влажности и вообще станет непригодным для жилья. Сегодняшний прогресс строительства каркасного дома способен развеять подобный миф. Пленочная защита от ветра, используемая в строительстве каркасных домов, и новейшие материалы для утепления могут с легкостью конкурировать с обычным строительством. У каркасных домов высокая прочность основания. Она способна противостоять действию окружающей среды и деформации. Любых необходимых свойств можно добиться простым наполнением каркасной стены нужными материалами. Основой здания является деревянный каркас, обработанный огнебиозащитой. Иногда в качестве каркаса используются металлические балки, но они являются хорошими проводниками температур. Основные особенности быстро возводимого дома. Самая главная особенность – очень быстрая постройка. Бригада квалифицированных строителей может возвести дом размерами 100-120 квадратных метров, потратив на это самое большое 1,5-2 месяца. Причем не просто возвести стены и заложить фундамент, а сделать всю работу под ключ. Многие люди думают, что в современных утеплителях много всякой химии, но это совершенно не так. В качестве утеплительного материала в процессе строительства дома на каркасной основе применяется стекловолоконный утеплитель, или же материал, основанный на каменном волокне. Он, конечно, намного хуже и вреднее, чем те же самые опилки, но зато его легче укладывать. Подобный утеплитель толщиной в 20 см способен держать тепло абсолютно так же, как и стена из кирпича, чья толщина равна 2,5 метра. Дом на каркасной основе будет успешно стоять на любом грунте, и можно будет не бояться усадки или излишнего впитывания влаги. Помимо этого, дом является пожароустойчивым. Это свойство приобретено за счет того, что обработанный брус является защитой от воспламенения, а современные утеплители невозгораемые. Зато при пожаре подобная обработка является источником ядовитого дыма. Все детали конструкции стягиваются болтами из нержавеющего материала при помощи стальных пластинок. Какова последовательность постройки дома? Перед тем, как начать постройку здания, полностью снимают плодородный грунт. После производят разметку и делают фундамент. Для каркасных домов обычно применяют столбчатый или винтовой фундамент. Сваи помещаются в землю на уровень ниже промерзания грунта. Затем к сваям прикрепляется обвязка. Далее начинается установка вертикальных стоек, затем половых лак. На стойку устанавливается стропила и начинается зарешетка будущей крыши изоляции от воды. Материал для покрытия выбирает хозяин дома. Для этого можно использовать профильные листы, натуральную или металлочерепицу или же мягкую кровлю. Выбор определяется финансовыми возможностями. Но самый лучший материал для крыши, конечно же, шифер. После выставления каркаса стойки покрывают гидро- и ветрозащитными пленками. Это делают с небольшим нахлестом. Перед постилкой полов нужно организовать все коммуникации. Внутри и снаружи дома стены обшиваются ОСБ-плитами, толщина которых равна 1 см. Но имейте в виду, что ОСБ-плиты при нагревании выделяют формальдегид, поэтому старайтесь не использовать их для внутренних помещений.
Для того, чтобы защитить пол и утеплить, внизу лак крепится гидроизоляционная пленка. Перед укладкой утеплителя в нише каркаса прокладывается электропроводка, защищенная специальным кожухом. При использовании базальтокаменного утеплителя можно избежать появления повреждений от грызунов. Но лучше все же использовать обычные опилки. Это намного экологичней. Снаружи стены обшивают любой разновидностью сайдинга. Это, конечно, будет выглядеть как какой-то сарай, но нам же нужно сделать быстро возводимый дом. Внутренние стены после всех работ с утеплением покрывают пароизоляцией и готовят под гипсокартон. После того, как устанавливаются двери и окна, приступают к установке отопления и дизайну дома. Но лично я не стал бы делать такой каркасный сарай. Лучше потратить немного больше денег, но сделать нормальный дом из бруса и утеплить его экологически чистыми опилками. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.